Добрый день, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о всемогущей функции query. Сразу скажу, что в описании под видео есть ссылка на занятие, где с вами индивидуально позанимается учитель и подробно расскажет и покажет, какие подзапросы есть в каждой кляузе, как их использовать, и, соответственно, будет море практики и отличной информации. Функция включает в себя три аргумента, соответственно, это база, запрос и, соответственно, количество строк, которые заходят в заголовок. Давайте познакомимся с данными, с которыми мы сегодня будем работать. Первый это дата, далее это тип, следующий это партнер, сумма, номер, бренд и, соответственно, сегмент. Да, здесь у нас контакты, да, как к нам пришли по офлайну, по QR там, или онлайн. Партнер, который, да, к нам пришел, сумму, которую он заплатил, бренд и, соответственно, сегмент. И внизу у нас будут запросы, да, так называемые кляузы в английском языке. Мы подробно рассмотрим, как каждый из них работает. Да, внутри кляузы есть подкляузы, да, наверное, будет проще сказать, что это запросы, внутри которых есть подзапросы. И, соответственно, первое, что мы сделаем, мы дадим имя базе. База у нас сегодня 1000 строк. Правой клавишей нажимаем «Определить именованный диапазон» и называем его «База для выборки». Готово. И переходим к первому запросу, это запрос Select. Здесь я специально сделал содержание, чтобы каждый раз не переходить страницу и не смотреть, на каком столбце находится наша позиция. Так, то есть базу мы сделали, перенести базу полностью. Для этого мы пишем равно query. И, соответственно, нам необходимо сюда записать наш именованный диапазон, база для выборки. Если нажать Tab, он автоматически заполнится. Запрос рекомендую делать на отдельную ячейку, внутри писать не стоит, так просто проще будет подобрать. Потом этот написанный запрос вкладываем, да, в формулу, и он спокойно работает. И, соответственно, давайте сразу разберемся с заголовками. По умолчанию заголовок у нас -1. -1 это обозначает то, что у нас берется -1 строка от базы, если это не первая функция. Соответственно, если мы здесь сделаем, допустим, 4, то 4 первые строки у нас будут заходить в заголовок. Видите, да? То есть раз, два, три, 4. Ну и, соответственно, если -4, это будет с -4. То есть они будут подгружаться сюда. Да, в принципе, по умолчанию -1 можно так и использовать. Это хороший аргумент. Его можно, в принципе, убрать, чтобы чтобы его здесь не было, он не обязателен. По умолчанию он так будет -1. Окей, осталось два аргумента. Первый аргумент, значит, это база, которую также можно формировать, да, там, при помощи динамических массивов или при помощи таких же функций query, вложенных друг в друга. И, соответственно, первая кляуза это select. Чтобы перенести все, мы можем использовать звездочка. Да, в принципе, изменений не было, потому что и без этого он и так переносит полностью запрос. Если нам необходимо перенести столбцы F, и G и D, соответственно, которые находятся не по порядку, пишем большими буквами F, E, G и, соответственно, D через запятую. Таким образом, функция понимает, что нам необходимо сначала перенести бренд, далее номер, сегмент и, соответственно, сумму. То есть функция select выделяет определенные столбцы из базы данных и в дальнейшем обрабатывает их. Дальше идет where. Where это у нас фильтр. Да, работает по аналогии фильтр. То есть, если нам нужно отфильтровать только мелкий сегмент, мы должны после селекта, да, обратите внимание, порядок запросов должен быть обязательно такой. То есть, нельзя написать сначала where, затем select. То есть, мы должны после селекта написать where, где сегмент, соответственно, это столбец G равен мелкий. Писать лучше в одинарных кавычках, в двойных тоже будет работать. Да, непонятно, как это будет работать в английской версии, да, в полностью английской. Так что лучше писать в одиночных кавычках, как это рекомендуется в описании данной функции. После того, как мы поняли, что мы можем сделать, да, мелкий сегмент, также мы можем использовать аргумент и или, да, при написании параметров для фильтрации. Например, как это может быть? Если нам нужно с суммой более 1000 и брендом ее, да, соответственно, мы пишем сумма, это у нас столбец D,
где D будет больше, чем 10 тысяч. И пишем аргумент I, да, соответственно, бренд, это у нас F, будет равен, также можно в одиночных кавычках, EUR, раз, два, три. Видим, да, то есть у нас произошла фильтрация, и сумма была отобрана более чем 10 тысяч. Самостоятельно с данной функцией разбираться, конечно, сложно, именно поэтому у нас есть индивидуальные занятия, ссылка будет в описании. Можно будет перейти, посмотреть, да, поучиться на бесплатном занятии и, соответственно, далее уже там остаться, обучиться полностью. Потому что полный функционал в одном занятии, конечно, разложить сложно. Также есть здесь аргументы over, с датой здесь также нужно отдельно работать. Следующий кляузы, который мы разберем, это у нас будет group by. Group by у нас помогает группировать таблицу по одинаковым названиям, по повторяющимся, построчно. То есть, если мы взяли, допустим, значение и перенесли в сводные таблицы сумму, тройку, соответственно, тип. То есть, что нам нужно для этого делать? Мы, получается, переносим, нам нужно два столбца, выделяем, значит, это тип, это b, и сумма по столбцу. Функцию суммы лучше писать с маленькой буквы, и сумму по столбцу, соответственно, d. И группируем по столбцу типа, это, соответственно, по b. И у нас получается таблица, сгруппированная по сумме, да, и по типам трафика. То есть это такая мини-сводная таблица в запросе. Обратите внимание, что если мы просто захотим найти сумму, да, у нас будет значение, его обязательно нужно группировать по повторяющимся значениям. Так работает кляуза group by. После чего мы рассмотрим кляузу pivot. Да, она, в принципе, аналогична с сводными таблицами. Ее, соответственно, необходимо помещать в столбцы. Далее мы просто дописываем. Нам необходимо сгруппировать по партнеру. И после чего нам необходимо написать pivot G. И у нас, соответственно, будет группировка по партнеру. Здесь нужно обратить внимание то, что сюда в запрос мы не переносили столбец, да, для группировки по столбцам. То есть он перенесся автоматически. Если мы, допустим, сюда его перенесем, группировка не получится, потому что автоматически функция группирует вниз. Далее order by это у нас сортировка. Чтобы нам отсортировать, нам необходимо написать order by. И, соответственно, столбец, по которому мы будем это производить. В данном случае это сумма, это значит столбец D. Да, у нас идет сортировка от меньшего к большему. Чтобы сделать обратную сортировку, нам необходимо дописать desk. Да, соответственно, desk делает сортировку от большего к меньшему. Далее пошли более простые кляузы. Чтобы выделить 10 строк, мы можем просто написать лимит и задать, допустим, 10. Да, у нас будут выбраны 10 строк, которые находятся с самого начала. То есть 10 самых верхних строк. Нам необходимо было взять с определенной строки. Для этого у нас есть кляуза offset. Она у нас помогает брать с заданного числа, допустим, с 10 строки или даже там с 100 строки. Да, вот по номеру можно определить, откуда начинается взятие, да, данных. Обратите внимание, что у нас offset находится ниже, чем лимит. Да, то есть сначала пишется лимит, после пишется offset. Ну, это такой типичный, да, допустим, лимит 10 от 100 строки. Видите, он подрезал. Далее кляуза label. Label у нас позволяет переименовывать столбцы. Допустим, нам необходимо переименовать поле сумму оплаты. Для этого мы пишем label. Внутри лейбла нам необходимо написать, к какому именно полю мы делаем имя, sum_d. И далее мы пишем в одиночных кавычках d большая. И далее в одиночных кавычках мы пишем сумма оплаты. Да, оно, соответственно, переименовывается. И, соответственно, далее мы используем формат. Нам необходимо перенести формат только месяцев или же формат только дней. Для этого мы пишем формат A до столбца и, соответственно, пишем формат, который нам необходим. Допустим, формат для месяцев будет 4M. Видим, да, он у нас преобразовался.
Ну и, соответственно, для дней будет 4D. Он у нас преобразовывается. Также есть понимание сокращенных дней, до дней месяца, ну и так далее. В принципе, что очень удобно. Итак, теперь давайте подведем небольшой итог. То есть у нас есть функция, которая помогает делать запросы из базы данных. Соответственно, на основании этого запроса фильтровать его, группировать построчно, группировать по столбцам, делать сортировку внутри группированного диапазона, задавать лимит строк, который он выводится, смещаться, да, на определенное количество строк для вывода, переименовывать поля, которые мы с вами создали, и, соответственно, задавать формат данным, которых мы вывели. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Впереди будет много интересного. Всем пока-пока.